Итак, ребят, всем привет! Данное видео будет полезно, я думаю, не только моим студентам, но и всем остальным. Значит, что мы будем делать сегодня здесь? Сегодня буду разбирать дипломный проект, где нужно было написать ряд тестов, используя Selenium, Python и, соответственно, библиотеку PyTest. Значит, данные видеоряды я разобью на несколько видеоуроков. Я полагаю, что для каждого теста всех этих вариаций я буду делать по уроку. Затем, после того, как мы напишем все 4 набора тестов для всех 4 страниц, регистрация, вход в магазин базы данных, следующий видеоряд будет посвящен тому, как составлять уже HTML-отчет с помощью Alloy, да, и затем, как это все можно подружить с системой CI/CD, да, и мы будем использовать CI/CD GitLab, вот, чтобы у нас тесты запускались автоматически. Научимся все это делать. Собственно говоря, давайте будем приступать. В данном видео мы разберем тесты для поля регистрации. Поэтому давайте посмотрим на наше поле регистрации. Соответственно, вот так вот оно у нас выглядит. У нас здесь всплывают окошечки, которые являются элементами required, да, то есть если мы на них посмотрим, то мы видим, что у них есть элемент required. Эти сообщения мы тоже будем обрабатывать. Вот так выглядит наша форма. Ну, давайте по ходу дела будем все это смотреть. Значит, у нас есть задача для работы с формой регистрации. Нам нужно проверить валидацию формы регистрации, критерии, да. Есть определенные, то есть имеет имя, да, содержит в себе только символы. Ну и, конечно, ну, только буквы, да, конечно же. И имеется символ тире, который допустимо в двойных именах. Например, там Эрик, Вероник, да, что-нибудь типа такое. Затем email имеет корректный формат. И еще один момент – это пароль содержит не менее 8 символов, пароль и его подтверждения совпадают. Выполняем вот эту вот первую часть сделки, да, нашей. Соответственно, перед тем, как мы перейдем в код, я бы хотел озвучить ряд вещей, которые я здесь буду проверять. И что я, собственно говоря, буду здесь проверять, да, но потом уже пойдем создавать архитектуру проекта и будем все это дело заполнять. Значит, понятное дело, что нам нужно будет создать набор тестов, которые имеют позитивный формат и негативные тесты. Правильно? Правильно. Соответственно, в таком случае, да, что мы сделаем? Мы сделаем с вами следующее. Значит, так вот, что нам нужно с вами будет сделать? Мы проведем тест-кейсы для проверки валидации нашей формы регистрации по следующим критериям. Первое – это проверка имени. То есть мы выполним позитивные тесты, в которых мы можем ввести корректное имя, да, например, просто Александр. Затем второй позитивный тест – это ввести имя с символом тире, да, то есть там Александр Петрович, например. Негативные тесты – это у нас ввести имя с цифрами, ввести имя с пробелом и ввести имя с символами Александр Собака, например, да.
Затем то же самое делаем для проверки имейла, то есть позитивный тест это корректный имейл, негативный тест это без собаки, без домена и без расширения домена, да, какого-нибудь. Для пароля позитивные тесты, понятное дело, что все будет как надо, негативные тесты, пароль короче 8 символов, без заглавных букв, там, без строчных букв, без цифр. По сути, вот эти вот 4 проверки. И проверка совпадения пароля, позитивный тест на что совпадает, негативный, что не совпадает. Вот и все. Что ж, давайте теперь будем как раз таки готовить нашу структуру файла, подгружать все наши компоненты, которые нам необходимы, ну и так далее. Значит, для этого я давайте открою, закрою это окошко, оно пока что нам необходимо, не требуется, я открою уже редактор кода. Что я здесь делаю? Я здесь создал файл conftest.py, который мы сейчас заполним, и сделал общую папку, да, для всех тестов формы. И здесь, пожалуй, создам еще один файл init.py. Он может быть пустым, как говорится, да, его заполнять не требуется, другими словами. Так, что нам еще потребуется? Init.py, если что, это файл, который используется для обозначения так называемых каталогов, как пакетов, да, в Python. То есть в нашем случае он является необязательным, по сути, но я его сюда включу, пускай висит, потому что он, по сути, есть частью стандартов питоновских. Ну и, соответственно, его наличие в каталоге тест позволит импортировать этот каталог как модуль. Ну и что может быть полезно для каких-либо там конкретных инструментов, структурирования проекта и так далее. Нам он сейчас здесь не нужен, но тем не менее я его просто создам, чтобы поддерживать базовую классическую структуру. Ну и, соответственно, сам тест создадим здесь тоже еще один файл. Ага. Вот так вот. Все, вот у меня есть 3 файла. Давайте сразу же их заполним. Сразу же заполним, значит, что у нас получается. Устанавливать нужно будет Selenium и PyTest. И давайте-ка в таком случае я сразу же сделаю вот что. Давайте-ка я сразу же создам виртуальное окружение. И туда установлю все необходимые нам библиотеки. Так. Все. Вен создался. Давайте мы его запустим. Так, мы находимся в дипломе, значит, ven /scripts /activate .ps1. Все, вен запустился. Теперь мне нужно установить необходимые мне библиотеки. Необходимыми мне библиотеками являются Selenium и PyTest, поэтому pip install Selenium. Так. Ну и pip install PyTest, да, соответственно, нам также здесь потребуется. Сейчас он быстренько установится. Все. Так, давайте-ка обновим pip. Так, ну и pip install PyTest. Pip install PyTest тоже пропишем здесь. Установим его. И, соответственно, все, можно с ним уже работать. Все у нас либо установились. Это все можно свернуть, закрыть, оно нам теперь не потребуется. Значит, после того, как мы все установили, давайте заполним файл confest.py, да, и запишем сюда следующее. Во-первых, я здесь импортирую import PyTest. Import PyTest. И, соответственно, здесь же сделаю импорт, что мне нужен, Selenium. Только from Selenium, да, мне нужен будет from Selenium. Импорт WebDriver. Так, Python selector, venv. Все, отлично.
Отсвечивается все теперь как надо. Так, ну и давайте создадим фикстуру. pytest.фикстура. Scope модуль, да. Так, и, соответственно, здесь же создам dev браузер. Он пустой, мне в него ничего не надо. Драйвер. Соответственно, веб-драйвер. Хромовский. У меня уже все установлено, то есть у меня установлен Chrome WebDriver, да, процесс установки, если кому-то нужно, смотрите на канале. Есть видео на эту тему, всплывашка где-нибудь здесь всплывет. Но я продолжу, да. Соответственно, так, драйвер. Эм, 10 поставим. Так, затем yield драйвер нам нужен. Это как return, да, непосредственно только для фикстуры. Driver.quit. Все, хорошо, фикстура мы создали. Можно двигаться дальше. Init.py, как я сказал, можно оставить без заполнения. Да, давайте здесь может быть пустым. Вот так вот сделаю, и все, хватит. Соответственно, контест мне больше не нужен, init.py мне тоже не нужен. Теперь заполним основной наш файл. Поехали. Значит, по сути, мне нужно только импортировать сюда PyTest однозначно. А также from Selenium selenium.webdriver.common, да, .by. Импортируем класс by для того, чтобы можно было находить наши элементы. Далее создадим переменную URL, да. И что мы в нее засунем? Мы в нее засунем ссылку. Мы в нее засунем ссылочку. Ссылочку давайте я сразу же закину на страничку. Так. Вот она моя ссылка. Все, круто, классно, хорошо. Можем продолжать. Значит, сюда же требуется прописать нашу PyTest фикстуру. Так, собака pytest.фикстура. Так. Стоп. Здесь вам ничего не нужно уже больше. Да. Open. Open form. Так, ну и поехали. Значит, что меня интересует? По сути, браузер. Get. Давайте сделаем а-ля константу. Хотя мы прекрасно понимаем, да, что в питоне констант как таковых нет. Ну и, соответственно, браузер.refresh. Готово. Только у рефреша, да, забыл кое-что сделать, скобочки добавить. Так, все, вроде как здесь у нас все прописано. Давайте поехали по нашим тестам. Значит, сначала валидные тесты, потом невалидные тесты делаем, да? Так, ну давайте. Dev тест. Valid name. Так, ну и поехали. Name inputs. Будем искать наши значения, да? Browser.findElement by что-то там. Но я буду использовать by ID везде, потому что я знаю, что у меня там ID-шники красиво прописаны, поэтому я их буду подхватывать. Так, что, давайте откроем страничку, посмотрим на нее. Исследовать элемент. Поле name. ID name есть. Да, вот он. ID name. Его-то я как раз себе и забираю. Так, ID name. Сразу же сделаю следующее. Name.setCase.
Name inputs. Так, sendCase. Ну, пускай будет положительный, да, Александр. Так, дальше мне нужно нажать кнопку, найти кнопку, да? Сделать проверку на кнопку. Но, по сути, мне же нужно... Мне нужно будет проверить, что все остальные поля у меня тоже заполнены, так? Соответственно, я сюда же цепляю все оставшиеся поля. Быстренько. Так, name inputs, email inputs. Так, e-mail input у нас тоже здесь есть. Я его сразу же цепляю. Я не буду уже открывать браузер, да, потому что вы поняли, что я в браузере беру просто айдишники эти. E-mail. Так, ну поскольку эти поля меня не интересуют, я проверяю только имя, значит здесь, соответственно, должен быть корректный e-mail. Так, хорошо, дальше следующее. Email inputs. Просто копирую эту строчку, вставляю ее ниже. Так, что у меня там идет следующее? ID, пароль, да? Пароль у нас должен содержать в себе PV-input. Здесь у нас тоже PV-input, да, получается. By. Password. Так, password 1, 2, 3. Так, что у нас там пароль должен содержать в себе? Пароль содержит не менее 8 символов, включая одну заглавную букву, одну строчную букву и одну цифру. Хорошо, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, все, отлично, пароль подходит. Далее, следующий у нас получается этап, это у нас проверка корректности пароля, да, соответственно, мне нужно найти его. Confirm password. Так. И здесь, соответственно, ну, совпадают элементы, да, потому что мне нужны одинаковые вещи. Дальше мне нужна кнопка Type Submit. Поэтому btn присвоить find browser.find element byte.css selector. И по сути меня интересует button с такими параметрами. btn.click. Сойдет. Так, соответственно, вот мой тест valid name. Давайте мы его, по сути, сразу же запустим. Проверим, что он из себя представляет. Только не так, да? Не надо запускать себя, пожалуйста. Спасибо. Вот так вот. Пока запущу чисто его один ради проверки. Так, допустил какую-то ошибочку. Нет, никаких ошибочек не допустил. Сейчас проверим, что у нас получилось. Окей, все, первый тест у нас прошел. Хорошо. Вы не видели, как появился окно браузера, да? Я потом это все сделаю в конце, когда мы напишем все с вами тесты. Так. Видимо, я пока что даже не запускаюсь из файла. Значит, по сути, мне нужно проверить две валидации, поэтому я беру сразу же второй тест.
valid name 2, который, по сути, делает все то же самое, только здесь вводится имя уже Александр Петров, например, вот так вот. Так, запущу их тоже. Да, вот проверим, что у нас оба итема проверят. Проходят проверку. Угу. Все, видим, что оба теста прошлись. Хорошо. Итак, так мы сделали первую проверку для наших валидных имен. Как мы видим, никаких проблем нету, только знаете что, я, конечно же, здесь кое-чего не доделал. Почему? Потому что вы тоже, наверное, заметили, что у меня есть поле, в котором, по сути, находятся эссерты, а я их сюда не добавил. И эссерт у меня, по сути, должен быть на регистрации успешно, если все поля заполнены. Сейчас я возьму из файлика сообщение, которое должно появляться. Так, регистрация успешна. Вот он текст. Копирую этот текст регистрация успешна. Обязательно, чтобы он был красивым. Ну и делаю здесь проверку в конце. Assert. Что проверяю? Ну да, мне нужно сначала же получить мое сообщение. Давайте я его получу. Message. Браузер. .find element. By ID. Message. Там сообщение такое у нас. .text. И по сути меня интересует assert message. Я его буду сравнивать с сообщением, которое является вот таким вот. Регистрация успешна. И здесь, по сути, у меня сейчас должны оба теста пройти одинаково хорошо. Так, запустимся еще раз, проверим. Да, все. Отлично, первые два теста прошли. Так, у нас видео получается долгие, поэтому давайте-ка я их буду разбивать. Давайте я их буду разбивать. Здесь сейчас допишу еще на инвалид email, да, два теста, и затем будем, соответственно, двигаться дальше. Следующие тесты уже в следующем видео. Вот так вот будем делать. Так, соответственно, копирую сразу же все это, вставляю сюда. Здесь, по сути, инвалид. Все то же самое, да, только здесь заполняем Александр, но пускай будет 1, 2, 3. Александр 1, 2, 3. По сути, мы должны будем получить тестовское сообщение. Давайте проверим. Так. Сейчас запустимся, проверим. Так, ага, все, хорошо, отлично. Ага. Получили сообщение, да, то есть имя может содержать только знак. Угу, хорошо. Так, ну давайте я еще раз здесь же проверю у себя. Имя Ерик 123, e-mail eric@mail.ru, пароль 1, 2, ой, паспорт 123, паспорт 123, зарегистрироваться и получаю это сообщение. Соответственно, это сообщение действительно всплывает, только оно выглядит у нас вот так вот. Так, еще раз запустимся. Все, теперь все тесты работают правильно. Как мы видим, теперь все тесты проходят на отлично. Почему? Потому что у меня вот здесь вот была ошибка, да, у меня были одинарные кавычки, а там в тексте двойные кавычки. Это важно, да, потому что, как мы видим, иначе получаем ложноположительный результат. Ну и еще парочку проверок сюда же засуну. Второй, это у нас на что идет? На тот факт, что у нас может быть здесь знак собаки, например.
знак собаки, вот так вот. И по сути, я думаю, что можно с именем закончить будет. Давайте этот тест запустим. Раз, два, три, четыре. Все 4 теста у меня положительные. Все 4 теста у меня положительные. Это прекрасно, это очень здорово, это очень хорошо. Давайте я сейчас вот так вот отключу это окно, запущу вот так вот это окно. Так, ну и здесь, по сути, мне нужно открыть вот это окошко, запустить еще раз, чтобы вы увидели уже, как появляются все эти заполнения. Ну и все, супер. Следующие видео будут уже, соответственно, дальше по ходу дела, да. Сейчас их тоже будут заливать постепенно, друг за другом. Вот так вот мы выполнили все 4 теста. Обратите внимание, пока что мы сделали просто конструкцию из 4, раз, два, три, 4, из 4 тестов, только лишь на имя, да. У нас впереди еще 3 поля, которые мы точно так же будем по отдельности разбирать в отдельных видео. Я их сейчас сразу же буду записывать следом, пока грузится это видео, так что можете уже смотреть. Код я в конце, в самом, пожалуй, оставлю, наверное. Ладно, давайте я буду код просто-напросто закидывать в REPL и ссылку на REPL отправлять вам под видео. В комментариях. В комментариях. А вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно.